Всем привет! Продолжаем проходить Зельду. Открыл новую локацию, открыл новую территорию, отметил на карте какие-нибудь интересные места. Будем сейчас их осматривать. Тут на этом участке карты будет сюжетный босс, он находится где-то вот здесь, я думаю. Либо вот здесь. Не знаю, посмотрим. Сначала, значит, с башни пойдем в левую сторону, осмотрим вот эти вот метки. А там дальше посмотрим, как оно что будет. Поехали. Значит, прям отсюда, но не знаю, получится у меня долететь. Наверное, вряд ли. Ну, давай попробуем. Стой. Вот, давай для начала мы сюда спустимся. Тут же оно ближе, правильно? Когда мост, его тоже надо посмотреть. Я тут вне стрима побегал, собрал DLC-шные вещи. У меня теперь есть костюм скрытности. Здорово, Макс. mr.toaster. Иваль. Я вам костюмчик себе раздобыл. Теперь на сатану похож. Ну, прикольно, он скрытность дает. Так, тут у нас какое-то племя, оно на каких-то акул похоже. Ну-ка, давай потрещим. Вот так удача, ты же Халид, да? Он самый. Ура, как же мне повезло. Ты, наверное, хочешь знать, почему я тебя позвала. Во-первых, позволь представиться, я Торфа из народа Зора. Во-вторых, мне нужен Халид. Видишь ли, владение Зора в большой опасности, поэтому наш принц Сидон велел найти Халидца. Принц ждет у моста Иного, сходи к нему, пожалуйста. Хорошо. Сначала мы давай проверим, что вот это вот у нас за святилище такое. Кстати, на коня еще тоже я сбрую нашел. Тоже DLC-шную. Теперь его можно призывать вообще в любом участке. Не обязательно добираться прям до конюшни. И коня и так дадут. Испытание сил 1. Проблема сейчас острая прям стоит в стрелах. Их нигде не продает. Я не знаю, в чем дело, почему так. Может быть, глюк какой-то в игре. Но просто все магазины перестали пополняться стрелами. Не знаю почему. Это очень плохо. Обычно я вот этих вот ребят стрелами валил. Ну, давай тогда будем убивать его конкретно оружием для стражей. Санкции. Может быть и санкции. mr.toaster. Санкции. Ну, странно, почему-то до этого серьезно пополнялись постоянно этим. Постоянно пополнялись магазины, и можно было без проблем купить стрел. Сейчас почему-то так нельзя сделать. Я все магазины знакомые мне обошел. Ничего нет. Ну, остатки стрел я там скупил. Так что... Ладно, будем пока довольствоваться, чем есть. Может, какие-то деревни появятся, еще что-то. Стрелы, кстати, по-моему, гораздо нужнее в этой игре, чем... Так, что бы можно выкинуть? Чем ближнего боя оружие. Так, вот как раз мы этот топорик-то и выбросим. Возьмем страж-меч, он примерно такой же. И щит. Факин щит. Ну, давай посмотрим. 25. Но у него защита побольше. Ладно, пускай будет. Хотя нет. Примерно то на то и выходит. Если защита плюс 7, то они одинаковые примерно. Единственное, только он подразрушен побольше.
Ну ладно, не принципиально. Сейчас еще здесь что-то дадут, придется выкидывать. Лук нужен какой-нибудь. Вот, хороший. На прочность еще. Теперь только стрелы нужны. Что там у тебя? Как дела? Как работа? У тебя выходные, Макс? Сейчас надо на мост идти. Я тут вне стрима, короче, эту Зельду начинаю уже проходить, потому что она очень много времени занимает. Открываю святилище и так далее. Ну, самые интересные вещи такие буду стараться показывать. mr.toaster. Да, сегодня отсыпный ввод чилю. Угу. Не, он сегодня в ночь. Я вот все жду до июля месяца, пока у нас не переведутся на график. Потом можно стримы очень много и ежедневно почти делать. Ну, не считая утренних смен. То есть в те моменты я попробую выкладывать летсплеи. Привет. Ты же хайлиец, правда ведь? Мне Ну, очень хайлиец. хочется поговорить с тобой. Дружелюбная акула какая-то. По-моему, вот эти ребята, они дадут шмотку. Они дадут шмотку, которая позволяет вверх водопада плавать. Но это не точно. Так, он, значит, говорит: ага, я знал, что я найду халийца. Позволь представиться. Я Сидон, принц Зора. А как тебя зовут? Говори же скорей. Линк, правда? Замечательное имя. Кажется, я его где-то уже слышал. Но имя хорошее. Имя Линк, но тут, короче говоря, как Йети, блин. Все про него помнят, но никто не видел. Так, имя, говорит, хорошее. Я, между прочим, за тобой наблюдал. Потому как ты двигаешься, сразу видно, что ты не такой какой-нибудь простак. Линк, ты ведь доблестный халийский солдат, верно? Угу. Я так и думал. Я же принц Зора, сразу понял, кто ты. Блядь, думаю, мужик, давай к делу. Превосходно, я давно искал такого, как ты. Линк, кого-то изучающего мощь. Владение Зора в опасности. Чудище воды Варута устроило настоящий потоп. Помоги, нам нужна твоя сила. Приходи во владение Зора. Хорошо. О, значит, придешь? Спасибо, Линк, вижу, я в тебе не ошибался. Владения Зора будут спасены. Пожалуйста, отправляйся туда как можно скорее. Из-за проливных дождей скалы скользкие, лазать по ним сложно. Ну, нереально, да. Я так понял, что фонариками отмечен путь, да, и ты быстро до нас доберешься. Жаль, что халийцы не смогут плыть вверх по водопадам. Вот как раз вот в этот замес про одежду для плавания. Путь во владение Зора может показаться тебе сложным. Еще тебе могут встретиться грозовые монстры, они очень опасны. Ну, опасность грозовых монстров в том, что они оружие одним ударом вышибают тебя из рук, и они не то чтобы опасны, они неудобные. Но не сдавайся, говорит. Хорошо. Ах да, я хочу тебе кое-что дать. Мелочь, конечно, но тебе пригодится. Грозовое зелье. Это зелье повысит твою сопротивляемость току. У меня есть шлем, нагрудник и штаны против тока. Фигня его зелье. На нас Зора, оно, к сожалению, совсем не действует. Пользуйся на здоровье. Ну ладно, я поплыву вперед и постараюсь избавить тебя от неприятных сюрпризов. Тут, конечно, сделано для того, чтобы ты локации проходил независимо в какой последовательности, поэтому нет у тебя шмоток. Вот, пожалуйста, тебе зелье хотя бы дадут. Типа того. Так, на фонарике, да, короче, надо топать. Ну, остальных вот этих ребят можно игнорить, они, в принципе, особо-то не это. Не принципиально прям с ними биться. Там сейчас так 10 лет будем пройти. Тут меток на карте полно.
Куча опять святилищ. Плюс еще босс в виде слона здоровенного. Да идите вы нахрен все. Ну, я так понимаю, что, наверное, слона я-то все-таки оседлать, так сказать, взять управление слона не успею. Так, фонарики-то кончились. Прям задолбал. Пошел нахрен. Будет носиться еще 10 тысяч лет. Стрелы дали 5 штук. Хорошо. Ой, бля. Все харкают и плюют в меня. Вот я даже на них не хочу стрел тратить. Вот этих чуваков только с помощью стрел завалить можно. Пока они в воде, ты им ничего сделать не можешь. Ай, я какую-то штуку пропустил. Незнакомую мне. Так, ну. Эй, Линк. Извини, что обращаюсь к тебе издалека. Спасибо, что все-таки решил пойти во владение Зора. Вот он, этот Эктиандр. Тут в последнее время много монстров, поэтому будь очень осторожен. Мы, Зора, ждем тебя. Ничего, буду умереть? Да вряд ли. Это же булыжником просто в череп на. Ах вы уроды. Ну, наверное, выше все-таки надо подниматься. Так, фонарик тут, но дорога-то... А, нет, все нормально. Спидранеры очень не любят вот эту вот погоду дождливую. Потому что по спидрану уже можно гораздо быстрее все пройти. А тут прыг-прыг по горам, короче, и без базаров. А когда идет у нас дождь, ты не можешь плавать. Ой, ползать по горам. Так. Мне бы не потеряться. Пока они меня ведут по квесту. Все же пособирать еще надо. Так. Я понял. Давай спалим это дело. Колючки, хуючки всякие. Но, по-моему, мне даже не вовнутрь этой пещеры надо, а можно и поверху пройти. Хотя... Тут сундучок какой-то. Немножко денег. Да, можно было и поверху пройти, ничего страшного. Так, и чего? Грозовая стрела. Я типа поднялся наверх. Я смотрю, тут у них вообще аншлаг. Ну-ка, иди сюда. Второй. Ах ты, падла, он мне лук выбивает. Ну, только лук, вообще все. Надо зачищать это все дело. Так они пройти не дадут. Я его как белку ёбнул. Ебнул чуть. Завра лук. Да давай. Все пойдут в луки. Вроде ячейки 4 штуки. А они очень быстро, эти луки, ломаются. У меня тут один был козырный, который сразу по 3 стрелы выпускал. Он быстренько кончился. Тихо. Сейчас мы... А, нет. Я думал у этих ребят стрел пофармить. Так. Давай мы что попроще возьмем. Грозовые-то стрелы денег стоят так-то. О. mr.toaster. Чё с картой заплата? Да, этот как вам. Ее надо брать. Ну, я ее подключил, она работает. Все нормально. Надо просто это поточнее
поюзать дело, вот именно позаписывать, посмотреть, что будет, как это работает. Ну, я запускал Bloodborne, запускал его на этой, как его, ну, естественно, на 4-й плойке, где же еще-то. Вот. Ну, нормально, подглючивало, правда, что-то. Я не знаю, может быть, сцена перегружена на OBS-ке. Это надо юзать. Юзать, смотреть, в чем дело. Может быть, правда, перегруженная сцена, а может быть, какие-то другие настройки в самой плойке. Хрен его знает. Так, лук получше дали. Так-то карта есть, что? Все есть, все работает. Так, давай вот это мы выбрасываем. Я вот планирую позаписывать летсплей по Гирзе 2. Когда там у меня выходной будет? Завтра, получается. Завтра мы еще в этот God of War 2 запускаю. Ну. Ага. Стрелы не продают, их теперь так раздает, да, походу? Ну ок. Попробую пописать, посмотрим, что там как. 2 гирза все-таки явно сама система будет поменьше, от коробокса перегружена. Кстати, я его тоже уже взял. Вот. Так что все готово, короче, надо просто выкроить время свободное и заняться этим делом. Лягушечки. Цыпа. Так, ну и чё, куда вот они меня все ведут-то? Коробокс. Ну, Xbox 360. Я взял пока. Взял поюзать. Да, коробокс взял поюзать. Как раз пройти по летсплеям. mr.toaster. Коробокс. Пройти по летсплеям Гирзу 2, Гирзу 3, Гирзу Judgment, по-моему, так она. Приквел к трилогии. Вот. Ну и потом, наверное, уже на своей 3-й плойке уже, наверное, там какой-нибудь Crysis буду, знаешь, там летсплеями проходить. Что-то в этом роде. Метро на стримах будет. Короче, делов еще. Настримить, перестримить. Так, у нас Акулыш говорит, что там, извини, что приходится кричать, до наших владений еще далеко, но ты на верном пути. Я за тобой слежу, у тебя все получится. Ах ты, утырок. Угу. Короче, понятно, куда они меня тащат. Они меня ведут вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Через вот это вот все. И вот сюда. Может быть, вот сюда. Я не знаю. А дождик-то идет. И река в другую сторону. Ладно. Я попробую ее пересечь. Бля, он сейчас утонет стопудово. Да она мне с течением не справится, вы что, угораете? Так, подожди. Какая-то плотина, что ли, бобровая. Нагрызли тут. Понятно. Покойник. Надо по прямой, получается, как-то на тот берег перебраться. Блин, ну из-за дождя я лазить не могу.
Может так забежит? Козу пойму. Как у нашем у лесу я поймаю стрекозу. Зеленую, вонючую. Пойду ее замучу. Камень пристегнутый к другу, колодцу. Камень металлический. Да? Ну-ка. О. Сейчас мы его. Чпок. Ну тут корок, это стандарт уже. С этими ребятами вообще как бы загадки не сложны. Тут поджать, там подпнуть. Так, ну... Да, летим сюда. Надеюсь, мне повезет. Ай, ты падла. Ну. Да давай. Есть. Стенки скользкие, и он... Тихо. Кто-то собирается камень в меня, да, швырнуть этот? Ну-ка, давай посмотрим. Можно, конечно, голову не делать и вообще по другому пути пройти в эту деревню. В обход там и так далее, но... Игра диктует другие условия. Они прям жаждут, чтобы я прям по этой дороге дурацкой пошел. Тихо, камушек, я услышал. Ля подстава, да, какая? Если лобаешь без наушников. Ну, блин, давай. Вот чем этот костюм DLC-шный хорош, то что ты можешь к любому почти врагу подойти и треснуть его одним ударом. И он как бы подохнет, потому что он тебя не слышит. Вот это прям вообще хорошо. Да и сам по себе костюмчик симпатичный. Так, мост Орен. 5 ихтиандр. Эй, Линк, ты уже на полпути. Будь осторожен, впереди много монстров. Держись, я верю в тебя. Стой. Меня развернуло. Да, я же сюда шел. Да, надо наверх подниматься. Ну ничего, полутаем стрелок. Полупим народ. Так, херак его просто. А если он тебя видит, он начинает на тебя нападать, и он тебя, ну там, несколько ударов занимает. И, соответственно, оружие быстрее ломается. Так что хорошая экономия. Тьфу. Давай, грибок. В рот грибок, в жопу кислоты. Так. Блин, а дождь вообще не заканчивается. Если мне дадут костюм ихтиандра, интересно, я смогу шастать по этим? Шейдера подгрузили всячески. Смогу ли я шастать по этим? Да, я, наверное, неверно пошел. По сырым скалам. Или нет? Так, они прям хотят, чтобы я вот туда зашел. Семен. А как это сделать? Тут же обрыв. Надо сигануть отсюда. Блин, я, наверное, заберусь. Ну вот он вкатывается. Давай, держись, ужасный, блин. А, все. Из последних сил.
Так, ну надо насквозь ту скалу пройти, я так понял. Чтобы попасть вот на тот мост. Причем, скорее всего, тут, наверное, дорога-то одна почти получается. Ты чё, идиот? О, блядь, здесь я взял сиганул. Додержись. Додержись, говорю. Осталось чуть-чуть. О. Рыбка арканул, падла, а. Чуть было не было. Стой. Костюмчик костюмчиками, но мне надо быстро залезать на гору. Не то. Ну. О, ништяк. Мам, еще потанцевать нельзя. Ты что, идиот? Да, мама, я танцую. Осмотреть. История народа Зора, часть 2, связь с Хайрулом, автор Дарифан, король Зора. Раз в 10 лет у Ланейра случаются обильные ливни. Каждый раз река Зора выходит из своих берегов. Такие наводнения наносили ущерб даже владениям Зора. Людей уносило водой. Страданиям не было конца. Танцевать нельзя. Точный дот. С помощью короля Хайрула, правящий в тот день король Зора, справился с бедой, соорудив восточную чашу. Благодаря зодческому мастеру Зора и высокоразвитой технологии Хайрула, чаша была сооружена за 1 год. После этого поводье больше не причиняло наводнений. В благодарность король Зора обещал королю Хайрула следить за потоком и оберегать Хайрула от затопления. Народ Зора держал эту клятву тысячелетиями. Восточная чаша – это залог нашей связи с Хайрулом. Это вот он с помощью вот этих вот иероглифов прочитал. Ну да, она и не магнитная. Куда взорвем мы? То вряд ли, конечно. Нам. И нахрен я тогда сюда прилез. Приполз. Неверно, походу. Ну, да, блядь, все скользкое. Ну давай. Блядь, там чуть-чуть оставалось. Да чуть-чуть остается, ну серьезно, о. Бля, тут я точно, наверное, не залезу, да? Стой, подожди. Тут можно пройти как-то. Ага, ну я немного путь подсократил. Меня явно спалили, давай самую мощную броню одену. Иди-ка сюда. Не, ну хотя бы хорошо, что стрелы падают. Могло быть и хуже. Ай-яй-яй. Тырок. Сука, теперь 2. Надо с воды выходить. Педики, а. Скоро готовить надо будет жратву. Чё такого-то заточить? О. Плюс-минус пойдет. Так. Он сам чувака своего пожарил, и теперь меня заодно. Ща я ему, блядь, ебучку толкаю. Сука, вот тут засядет какая-нибудь гнида и начинает все портить. Так, что, мост, да? Да, еще через горы пердолить.
Если там будет мост закрыт, то хана. О, куда у меня бумеранг оказался? Хай, пускай будет. Когда ты уже успел подобрать? По крайней мере, если срабатывают эти ролики, значит, идет он правильно. Ну, катсцена, короче. Может, лошадку позвать? Чик, теперь вот с этой сбруей лошадка у нас вот таким образом появляется вообще везде. Тихо. И у нее добавилась выносливость. Эй, Линк, я тут внизу. Ты что тут делаешь? Привет, это снова я. Я знал, что ты пойдешь по этому мосту и ждал тебя. Ты почти во владении Зора, встретимся там. Эй, Линк, берегись, сзади монстр. Спасибо, блять, вовремя. Взял мою плотву, треснул еще. Ты че, падла? Все. Ну ладно, с плотвы не будет, она бессмертна. Я не знаю, что тут надо такого сделать, чтобы лошадь просрать. Но есть момент, когда ее можно воскресить. А, наконец-то с этими грибочками. Возможно. mr.toaster. Я знал, что пойдешь по мосту тут bl. Мягкий знак одна дорога и до точка т. Да, тут как бы особо выбор-то небольшой. Но ты знал, что ты идешь по этой дороге? Ты уже почти в городе. Нет, блядь, не в городе. Я попробую с помощью лошади пошустрее все это дело пробежать. Блин, я не знаю, надо это читать или нет. Там еще этот петушара, да? О! Ай, блядь. Я все потерял. Да, бля. Так стрелы теряются. Ну куда он сказанул? Да. ХП-то у него хватает. О. Давай, добивай. Да бля. О, пока раком стоит. Давай. Вон мудак. Чё, кого? Блять, все повылетало. Давай, катану. Сожрать что-то. Вот чем эти... Блять. Только оружие ставишь, он тут же тебя выбивает его. Пизда, еще и фея вышибли. Самые бесявые турки, их надо очень быстро убивать и быть счастье. Наконец-то эта падла сдохла. Жезл гроз, спасибо, не надо. Клинок. Секира. А зачем я вообще к нему подходил? А, ну да. Я хотел посмотреть, что же тут валяется. Посмотрел. Да нахер. Казан все равно не работает.
Чем мне пользоваться-то? Сказал, можно вообще, кстати, выкинуть. Херово, что нельзя оружие ныкать. Было бы здорово. О. Вот, по-моему, да, что я выкинул. Первым делом. Так, история народа Зоро, дополнение 1, король Дарифан. Мадафана, походу. Прогоняет незваного гостя. Прошло около 100 лет после того, как Дарифан, король Зоро, зашел на престол. Как-то заплутавший страж пересек плато Зора и проник в владение Зора. Он стал крушить все и вся вокруг, но солдаты были бессильны, их оружие не оставляло на нем ни царапин. Король Дарифан вышел на бой со стражем, не заботясь об опасности. Нечеловеческой силой он оторвал стража от земли и сбросил его в ущелье. При падении страж был разрушен и перестал двигаться. Подданные восславляли бесстрашие своего короля, и их доверие и уважение к нему возросло. На лбу короля Дарифана до сих пор виден шрам, оставшийся с того дня. Короче, Гарри Поттер. Дальше пошли. Хотя, где плотва? Эй. Фил. Подожди. А, ну ладно, просто выше надо. Надо же горы подниматься. Понятно. Лошадь тупит. Она застревает там везде. В текстуры. Между текстурами камней попадает и ни туда, ни сюда. Да, блин, когда бежит, там как консервная банка звучит. Так, мне вниз, да? Чем-то это все напоминает город из фильма «Бездна» Люка Бессона 88-го. Там, когда они спустились под воду, там под водой жили эти, типа инопланетян каких-то. Вот, и у них также там все светилось. Здорово, ёпта. Все, он готов уже. Быстро. Я планировал вообще как бы святилище открывать, но по сути, короче говоря, я сейчас буду этот город открывать, там брать квесты. Возможно, на сюжетного босса лучше сначала идти, а потом уже локацию чистить. Потому что некоторые квесты только так срабатывают. Не, ну ничего, тут у них красивенько. Правда, дождь постоянно херачит. Это бесит. Давай, время охуительных историй. История народа Зора. Короче, все пропущено, типа искажена надпись походу. Часть 7. Где остальные, я вообще без понятия. Гера, одолевший... Короче, я не буду этот мусор читать. Шлем Зора, что-то бла-бла-бла. Возможно, вот именно после прохождения определенной цепочки квестов мне дадут этот шлем Зора, который будет или одежда, я не знаю просто как это выглядит, или это полностью костюм, который позволяет по водопадам плавать вверх, либо это просто будет отдельный шлем один, и все. Хер знает. Стилище поблизости. Топорик, ну, бесполезняк. Святилище-то не по прямой. Владение Зора.
Я, возможно, из этой деревни буду туда попадать. Кстати, сейчас мы у них еще и стрел, наверное, купим. А нет, вон там святилище. Подбежал ко мне генерал Херов. Я ждал тебя, Линк. Добро пожаловать во владение Азора. Я представляю тебя королю. Следуй за мной. Давай, наверное, сначала... А, нет, но все равно тут святилище придется, да, походу, переть. Куда он делся вообще? Доброе утро. Меня зовут Лямоль. Ты халиец, верно? Верно? Позволь представиться, я Лямоль, королевский секретарь. Тебе нравится статуя госпожи Мифы? Не очень. Прошу прощения, если мое объявление покажется тебе очевидным. Это статуя великого воина Зора, господина Мимфы. Она была очень доброй и красивой. Говорят, она исцеляла раны наших бойцов одним прикосновением. Бойцы того времени превратились в дряхлых стариков, но до сих пор помнят и почитают госпожу Мифу. И если хочешь узнать о ней больше, поговори с кем-нибудь из них. А где тот, который... Вот он, мужик этот дристанул, короче. Ну давай сначала в святилище я залезу. Не съема. Бодрый краб. Прям пиздец бодрящий. Опа. Серебряный меч. Слушай, прикольно. Давай что-нибудь выкинем. То, что часто попадается. Он, конечно, не очень такой. Но выглядит чем-то мне напоминающий этот Final Fantasy. Так, давай, полезно. В подобных городах всегда святилище рядом. Здесь, наверное, какой-нибудь другой, ну, новые механики будут учить. Вслед за шаром. Угу. Надо шарик туда долбануть. Тихо. Сейчас мы придадим кинетическое ускорение. Блять, я его перетолкал. Теперь надо как-то его туда, в другую сторону долбануть. Хотя, подожди, он может быть его и так покатит. Ну. Чё, откуда я урон получаю? Да похер. И чё? Это не тот шар, что ли? Что надо делать? Тихо. Есть, короче, какой-то лазер. Который... Который нахрена... А, вот этот надо шар туда поставить. Да, блять. А что, на башку ничего не приземлилось? Так. Если есть какой-то мост, значит обязательно надо что-то и с мостом еще делать. Пойдем посмотрим, что за лазер вообще.
Нахрена нужен? А, я оттуда начал, да? Вот этот лазер. И я с ним ничего сделать не могу. Это у нас не магнитная, да, штука? Да. Ящик не магнитный. Надо шарик покатить. Так, чтобы он застрял там, где других 3 шара, да? Допустим. Ну, тут чисто задание на кинетическую энергию. Блять, он вообще хер шевельнулся. Вообще шарик не алё. Как тогда мне его столкнуть оттуда? По-моему, это все-таки надо кинетическая энергия сшибать, только надо что-то посильнее, наверное. А, давай побольше стрел. Жалко, конечно, что делать? Да, он вообще еле двинулся. Че, упираете? Не, ну с лазером я явно ничего сделать не смогу. Надо сдвигать шар. Подожди, давай взрывную стрелу я попробую. Под расчет, конечно. Типа того. Бать, он налетел. Прям пинбол чистой воды. Так. Ай-яй-яй. Бля, если я сейчас не успею просто. И там, наверное, да, еще внутри одна в ячейке один шарик. Уже никуда не ушел, да? Еще его надо как-то раздолбать. Ошибись. Давай ему кинетику дадим. Пошел отсюда. Бам. Только вот обратно не надо. Наркоз С2. Привет, Маргулис. Здорово, наркоз. Так, получается... А, нет, я думал, вот отсюда можно было бы его швырнуть.
Короче, надо как-то шарики аккуратно вот этот подтолкнуть, чтобы он и далеко не улетел. Не, ну это труба. О, тут он, давай. Чик. Тихо, все, аккуратно. Наркоз С2. Вспомнишь меня? Не особо. Тихо, стой. Ай, блядь. Все, хана шарику. Твою мать, пошли за новым. У меня столько стрел нету. Скорее всего, он там просто вот в ложбинке лежит, шарик. Поэтому ему тяжело оттуда выбраться. Хрен знает, сколько попыток на это уйдет. Что печально, что стрелы это тоже не казенные. О. По-моему, это вот очень хороший расклад будет, если я его аккуратно покачу по прямой. Ну-ка, стой. По идее, он должен прям в ячейку бахнуться. А хер раз два. Не покатит. Я его перекинул, получается. Ну-ка, давай, аккуратно. Серьезно? Причем 5 упал. Следующий. Зачем-то его тут тоже полукруглая эта хрень. Если он по ней покатится, да его, наверное, лазер разрежет. Что-то как-то ненадежненько это все. Мне нужен надежный план. Надежный, как швейцарские часы. Сколько ты стрел потратил? Бля, он опять в ебеня куда-то упал. Твою мать. Надо только скидывать его. Надо 2 стрелы тратить, чтобы он еще, получается... О. Мне повезло. Так. Все, ловим его тут. И пинаем туда. Бля, надеюсь, он в угол пролетит. Тихо. Аккуратненько себя ведем. Так, ну, блин, почти. Главное, чтобы он сейчас туда вот в угол не сыграл.
удару чисто катить его. Этого и так достаточно. Да все нормально. Слава яйца. Да. Прям ситуэйшн. Я, наверное, еще и пушку, да, сломал. Ну да. Пойдем наверх, поднимемся. Посмотрим, что в ящике есть. Там два предмета могут быть. Либо оружие, либо какой-то камень драгоценный. Скорее всего, первое. Та-та-тан. Тут где-то забирался. Копье Зора. Бьет быстро, но ни о чем. Слишком маленький дамаг. Но просто в открытый мир можно выбраться, и там тех копий просто нафармить, которые гораздо лучше будут бить. Дольше продержится. Единственный плюс, который в этом копье есть, это можно то, что его зашвырнуть там куда-то подальше. Это херня, короче. Обычный бесполезняк. Да, я понял. Еще одно святилище, кстати, можно качнуться. 75 штук я уже открыл. Из 200. По-моему, во всей игре 200 святилищ. По-моему, я пропустил только одно. Там до него не добраться просто. По крайней мере, не знаю как. Ладно, хрен бы с ним. Куда нас этот мужчина-то ушел? Добро пожаловать. Ну, опа, иди-ка сюда. Сейчас мы тут стрел наберем. Все беру. Надо взрывные стрелы. Они самые топчик. Самые топовые. Просто я думал, что стрелы, если можно как бы через какое-то время в магазинах они появляются, то просто набираешь стрел там, да, как бы и все, можешь идти на финального босса. Ну, хера с два. Меня сюда приглашали? Батя, стоматологический кабинет, что ли? Как у хирурга нашего, прям. Здрасте. Дента, как смеет Халид, за которого мы лишились госпожи Мифы, являться сюда? Что тебе нужно? Это моя мастерская. Чем занимаюсь? Трезубцы чиним. Понятно. Трезубец чешуи цвета и ритуальный трезубец. Я их и чиню. Мне не нравится, что ты сюда пришел. Чего нечего тебе здесь делать без трезубца чешуи света. Какое у него название какое? Трезубец чешуи света. Ладно, пойдем выше. Да, хватит тарать. Квест может быть у кого угодно тут. Правда, я не совсем уверен, что прям четко надо их все проходить. Это, видимо, опционально. Блять, какие-то лабиринты. Наверх надо, да? Там у них внизу гостиница, да, и библиотека. А мне еще выше надо. Так, это тоже без квеста.
Опа, улиточки. Тонах. Что они за бассейн, что ли? Ебать, чувака вштырило на водопад своих пялит. Походу он тут надолго. Так, ну я ж пришел. А нет, мне еще получается на этаж выше. Чувак, квестовый. Чем занимаетесь? Бла-бла-бла. Ну, это староста местный. Библиотекарь. Библиотекарь. Ладно, Линк, да, меня Линком зовут, бла-бла-бла. Ясно. Вкратце сейчас ни у кого квеста, наверное, не будет. Ну, там может быть у одного какого-нибудь, у двух максимум персонажей за всю деревню. Можно будет взять квест. Но этот квест, ну, остальные квесты появятся, когда завалишь основного босса. Основной босс у нас вот тут где-то тусит. Примерно. Путь во владение Зора. Хорошо. Это у нас Big Daddy, да, короче. Я так понял, что это акула-молот с обвисшими ушами, как у спаниеля. А? Ты, наверное, халид, которого пригласил Сидан? Спасибо, что проделал такой путь. Я Дарифан, король Зора. Так. А у тебя на поясе случайно не камень шика? Вот они все до этого гаджета доебутся. Каждый просто. Дай, говорит, посмотрю. Хорошая у тебя штука, давай поменяемся. Пошли на. Это моя труба. Да это же Линк, воин халийцев. Ты меня помнишь? Значит, Линк, воин халийцев. Так вот почему он мне показал знакомым его имя. Невероятно, что мне попался именно он. Вот так встреча, должен сказать, я не видел тебя целую вечность. Друг мой, на меня нахлынули воспоминания. Ходили слухи, что ты погиб. Я рад, что это не так. Поразительно. Я долго спал. Без разницы, в принципе, что-то так ответишь, что по-другому. Спал, говоришь? Да так долго, что совсем меня забыл? Да. А Милфу мою дочь помнишь? Милфу. Милфа, да, не помню я ее. Кто такая? Значит, ты Милфу ты забыл? Вы же были так близки, не помнишь? Заебись. Он еще, короче, Зелье с кем-то изменял. С какой-то акулихой. Оглянись. Это статуя Мифы. Приглядись. И наклонись. Возможно, к тебе еще вернется память о ней. Я очень на это надеюсь. Отец, давай не будем сейчас говорить об этом, блин, растерян. Ты прав, удивительно, что ты сам того не зная, пригласил к нам воина халийцев. Молодец, сын, хо-хо-хо. Линк, я знаю, тебе пришлось через многое пройти, но прошу, выслушай меня. Владение Зора в большой опасности, всему виной чудище Варута, но наконец-то к делу подошел. Скажу как есть, мы не сможем усмирить чудище своими силами. Нам нужна твоя помощь. Что? Ваше Величество, пусть меня оторвут плавники, но мы же не должны просить помощи у какого-то халийца. Ты не должен так себя вести, ты оскорбил нашего гостя. Мы уже обсуждали, что при таких дождях нам не обойтись без помощи халийца. Я уверен, блядь, ну давайте быстрее, а. Линк все-таки один из воинов, все без помощи владения Зоры. Нет, весь Хайрул может просто смыть водой. И Зора, и халийцы сейчас в одной лодке, мы должны протянуть друг другу плавники помощи. Ваше Величество, неужели вы забыли, что натворили халийцы? Если бы они не подлезли к древним машинам 100 лет назад, Хайрул не был бы уничтожен. Но еще хуже того. Что они забрали у нас госпожу Мифу. Кто-то акулу у них скрысил. Дочку жирного этого мистера Крабса. Линк, чудище Варута может производить поистине огромные объемы воды. В последнее время из-за него у нас постоянно идут дожди. Кстати, возможно, в этой локации дождь закончится в целом, если завалить этого босса.
Конечно, вода это стихия Зора, но даже мы можем от нее пострадать. Из-за дождей наше водохранилище Восточная чаша почти переполнена. Если его прорвет, владения Зора будут смыты с лица земли. Затем будет затоплен и весь Хайрул. Сэм пиздец. Чудовище снова ревет. Ау. Короче, надо на плотину лезть и мочить его. То есть слон с помощью своего хобота поливает вот эту вот огромнейшую территорию, где начинается дождь. А дождь тут почти везде идет. Поэтому резон сначала его завалить, слона этого, а потом уже исследовать дальше на открытие всяких святилищ, потому что там наверняка придется и по скалам полазить и так далее вверх. Он просто не залезет. Чудище Варута. Ваша принцесса Зельда когда-то изучала чудищ. Это было еще до Великого Бедствия. Она выяснила, что шары на спине Руты нужны для контроля производства воды. Сейчас на них не подается напряжение, поэтому вода льется без остановки. Недавно наш бывший военачальник попал в чудище грозовой стрелой, и дождь утих. К сожалению, электричество для водного народа Зора смертельно. Разумеется, одной стрелы не хватило, чтобы смирить чудище, и вскоре дождь стал лить с прежней силой. Кстати, в принципе, в прошлый раз я тоже вроде грозовыми стрелами мочил верблюда. Тут расклад будет тоже, надо будет просто по определенным точкам пострелять, чтобы он остановился, и тогда уже залезть внутрь и этого носатого крутить, короче, изнутри, чтобы взять под него управление там. Вот почему я решил найти Халица, который помог бы нам. Блин, к дому ты уже понял, что тебе предстоит сделать. С помощью грозовых стрел тебе нужно запитать шары на спине чудища. Разумеется, я тебе помогу. Вместе мы смирим Руту. Сейчас стрел навалит 20 штук мне. Что? То есть ты хочешь попасть внутрь чудища, и об этом тебя попросила сама принцесса Зельда? Значит, она жива. Она говорит, в замке Хайрул. Ну. В это время все это время принцесса была там. Нельзя изменить то, что произошло 100 лет назад. Кстати, стандартная, по-моему, у Nintendo вещь, то что главный злодей ворует принцессу и тащит ее к себе в замок, и она там тусит, и главный герой должен ее спасти в этом замке, никак иначе. Короче, Мария тут же самый. Но если удастся вернуть чудище на нашу сторону, оно поможет нам одолеть Ганона. Это грандиозный план, Линк. Я рад, что принимаю в этом участие. Зачем он так делает постоянно? Он идиот, блядь. Когда остановим Руту, ты можешь забраться внутрь. Давай действовать, Линк, я готов. Я благодарю тебя. У нас одна цель, значит... понятно, все. Знак признательности. Я хочу вручить тебе эти доспехи Зора. Вот, да, из поколения. Скорость... Из поколения в поколение принцесса Зора с любовью создают для своего будущего супруга такие доспехи. Они позволяют плыть вверх по водопаду. И ты можешь плавать вверх, да. Бери. Да, это, короче, не шлем, а вот именно просто... Походу, только один нагрудник. Зачем вы отдали ему доспехи? Ведь принцесса Зора всегда... Давай, короче, вот все. Долбали. Все. Он был недоволен, то, что мне доспехи дали, а он ушел. Мифа для всех значила, она была очень важной, понятно. Я получил музу найти грозовые стрелы для усмирения Руту. Но теперь он ушел. Я поговорю с Музой. Скоро вернусь. Серьезно, будем стрелы ждать или мне за ними идти? Неужели Сидон ему все расскажет? Блин, я думаю, Муза ушел на площадь. Поговори с ним. Постарайся его переубедить. Так, ладно. Мы идем на площадь. Я так понимаю, площадь там, где у них магазин находится. Ну, исходя из сюжетов, этот Музу придача. Да вряд ли. Может быть, просто ворчливый старик. Ну, они там вдвоем трутся. Надо,
короче, стрелы надыбать и уже спокойно идти, кстати. Ага, скорость плавания, но остальных... Что-то ни шапочки, ни штанишек. Чисто нагрудник и все. Давай. Сейчас нужно об этом хорошенько же попиздеть. Что тебе нужно? Мне не о чем с тобой говорить. Муза, послушай. Есть кое-что, о чем ты еще не знаешь. 100 лет назад этот Халид Флинк был возлюбленным Мифы. Так подожди, он с Зельдой же вроде терся. Уже он на эту Милфу поебывался. А у нас ушастый непростой. Ёбарь-террорист. Тогда я был еще ребенком и не понимал таких вещей. Но отец мне рассказывал, что сестра очень любила Линка. Что? Я никогда в это не поверю. Госпожа Мифа ни за что бы не влюбилась в Халийца. Он ведь не помнит ее. Даже посмотрев на ее статую, он не вспомнил. Муза, никто не пытается тебя обмануть. Это правда? Да, он, скорее всего, просто брюзга и все. На предателя не очень похож. Воспоминания? Я думал, Линк только с Зельдой ебется, но нет, оказывается, он еще Акулиху потрахил. Будем потом внутри этого слона бегать. Прямо как тогда, когда мы только познакомились, помнишь? Ты был еще совсем ребенок. Всегда Ой, я помню, кстати, эту бабу. mr.toaster. А я Вьетнамские флешбеки. лечила Да, с этим, с напалмами, сейчас. взрывами всякими. Джонни, я не чувствую своих ног. Но ты хайлиец. Ты, говорит, Халид. Ты вырос очень быстро. Ага. Выглядишь даже взрослее, чем я. Мне всегда нравилось заботиться о тебе. Лечить. Потом она будет боссом вот в этой локации. Она типа одержима Ганоном. Ее надо будет освободить. А лечит она, короче говоря, получается чисто прикосновением. Ганон, который должен прийти. Я не знаю, кто он и какой бой он Да, ждет ну и- впереди. mr.toaster. Но какой Это бы ты, страшной Джон ни Вейн, была это я, грядущая Джон Вейн. битва, если вдруг в бою тебя ранит враг, я излечу тебя. Любые раны. Короче, баба у нас В любой хиллер. момент. Я так хочу защитить тебя. Когда битва с Ганоном закончится, я хочу, чтобы ты, как в детстве, снова... Чтобы ты снова Пропердолил? пришел ко мне. О, чтоб ты снова пришел ко мне. Это завуалирование трахания. Охлади, говорит, мое трахание потом вечерком. Сначала надо замочить это. Как его? Слона. Бордельник-то у нее раза в 2 выше. Ничего. Что с тобой, Линк? Ты в порядке? Да что случилось? Ты дрожишь, как лягушонок. Говори. Я, говорит, вспомнил Милфу вашу. Дрючил ее пару раз. Ну, надо же. Какое озарение в нужный момент. Я не попадусь на твой крючок, халийц. Я не поверю ни единому твоему слову, пока ты не предоставишь доказательства. А их у тебя нет. Без доказательств ты никогда не узнаешь, где взять грозовые стрелы. Я тебе ничего не скажу. Старый утырок, у меня этих грозовых стрел с жопой жует. Ну ладно, это, видимо, надо сделать как-то по-другому. Неужели ты еще не понял? Посмотри, что на линке. А? Да какая мне разница, что значит какой-то хайли... Че? Шо? Доспехи Зора, которые изготовила госпожа Мифа, они сидят на нем как влитые. А не то, что шапка и эти как поножи мои. Они только нагрудник дали. Не может быть, говорит. Теперь ты не веришь?
Сердце мифа принадлежало Линку. Эти доспехи она сделала именно для него. Такое доказательство тебя устраивает. Ты всегда недолюбливал халийцев, поэтому мифа не рассказывала тебе о Линке. Теперь ты обязан ему помочь. Скажи, где грозовые стрелы найти. Я никогда не подумал, что госпожа Миф поможет. Блин, как задолбали. Линк, он халиец. То есть у них вот эти вот остроконечные маленькие мужиков, там знаешь сколько бегает? Просто вот в середине карты. Она могла их тёлка как бы сделать доспехи для кого угодно. Просто как бы они, если все одинаковые ростом, то не только Линку они мы подошли. А этот старый пес верит просто всякой херне. Ну, ладно, дрючил так дрючил. Я ни за что не позвал бы халийца спасать нас, то похоже другого пути нет, истинно. Да, короче, вот, давай стрелы. Та высокая гора называется Пик Молнии. На самом верху находится утес Отваги. Там обитает ужасный монстр, он стреляет грозовыми стрелами. Эти стрелы смертельны для нас. Точно. Там обитает Левр. Грозовых стрел у него действительно много. Их там можно быстро собрать. Монстр, конечно, опасный, я уверен, что Линк справится. По моим прикидкам, чтобы усмирить чудище, не меньше 20 грозовых стрел. Постарайся собрать хотя бы несколько, хотя бы столько. Линк, у тебя ведь и так достаточно грозовых стрел. Да, есть такое, я покупал их. Конечно, если нужно, ты все равно можешь подняться на пик молнии и собрать еще. Я буду ждать у восточной чаши, там, где засело чудище. Приходи туда, когда будешь готов. Давай, в бой. В бой, козлы. Я не знаю, наверное, я не пойду на этот грозовой пик. Он меня вот тут ждет. А утес Отваги, он тут находится. Давай мы, короче, тогда, знаешь, что отметим? Что здесь просто есть стрелы. Если что, вдруг их не будет хватать. В сумке у меня сколько этих стрел? Они говорят, 20 минимум, у меня 82. Ими можно вот просто обложиться, я не знаю, и анонировать, пока кровь из носа не пойдет. Так что ничего страшного. Так, как добраться-то? Как-то, да? Чик-чик. Получается, в другую сторону надо идти. Все запутано, найти бы выход. Вон еще стрела. Че, дурак? Да что говорится, ну ладно, блин, я это не буду читать. Он типа старый, короче, этот старый вояка хочет отомстить, но только стрелу не может в руки взять. Сказочный долбоеб. Че париться, да? Сразу же пойдем на животное это мочить. Че я зря бабки тратил. Сейчас еще в этом плане сколько ковыряться. Что-то у нас редиска. Пам. А, вот оно как. Я думал, там что-то надо как-то самостоятельно по водопаду будет забираться туда. А тут все это прям коммуникация. Лестницу дали. Шапку дали. Куртку дали. Главное, чтобы пизды не дали и все. Да, я нормально. К этим животным ничего сложного. Подобраться, залезть в них. Вот проблема там найти 5 точек, которые фиксируют его, ну, то есть делают его управляемым. Вот это действительно геморрой. Попробуй просто до них доберись.
Сейчас вот тут сундучок, да, подрежем. Спать. Да, нет. Не время спать нынче. Война. Рыцарский щит. Не обязательно. Там они говорили, что у него на спине вот эти точки. Я так понимаю, что это вот эти, они наверху. Давай. Линк, я тебя ждал. Кретин, блин. Ну что, ты готов? Тебе понадобится и доспехи. Ну что, ты готов? Тебе понадобится и доспехи Зора, и градовые стрелы. Да, блять, я готов. Сколько можно. Именно так я себе все представлял, Линк. Начинаем. Хуяка уплыл. Взгляни на спину чудища. Я-то плавать не умею, хоть бы чё. Видишь светящиеся шары? Угу. Именно в них нужно стрелять грозовыми стрелами. В доспехах Зора ты можешь заплыть наверх по струям. Понятно. То есть, короче, мне нужно заплыть, подпрыгнуть и во время того, как он будет лететь, шмальнуть грозовой стрелой. Когда Линк подлетает, он во время прицеливания лука время замедляется. Понял, принял. Итак, мы подплываем к чудовищу, ты поднимаешься наверх и стреляешь. Я в тебя верю. Забирайся на меня. О! А теперь покатай меня, большая черепаха. В плавании мне нет равных. Сейчас мы охладим его трахание. Рута нас заметила. Отплываем и дождемся подходящего момента. Я плыву на полной скорости, а ты смотри, когда можно будет подняться на Руту. Она будет использовать против нас древние технологии. Нужно остерегаться ее ледяных снарядов. Придумай, что с ними делать. Что делать, блядь? Либо впитывать урон, либо не впитывать урон. Так, стрела. Я, кстати, одну стрелу всего лишь выпускал. Это было один раз, чтобы святилище открыть. Да, заебись, он-то не промахнется. А кто акуленышем управляет? Не, ну вот этот падла-то четенько кидает в меня. Это, конечно, молодцы. Надо было слезть с него. Хорошо. Так, вали отсюда. Да, ранен немножко. Что-то как-то не очень он хорошо плавает. Соберись, разберись. Как вверх по водопаду плыть? Еле-еле успел. Я вообще этим чуваком управлять не могу. Он на расстоянии постоянно держится и все. Уничтожить лед. Че прям... Теперь надо было грозовые стрелы, да, использовать? Стой. Оп. Так, по одной стреле всего лишь. Так, стой.
Обычные стрелы. Этого достаточно. Сначала кубики надо все расстрелять. Пять. Последний. Ок, меняем. Я, кстати, столько стрел потратил просто так. Бам. И сразу вторую. Опа. Подожди, мужик. Эть. А! Я не успеваю нацелиться. Надо разбить лед. Сейчас разобьем, не ори. Чпок. Не успел. Готовь передовые. Ну, хотя бы шарит, куда меня запускать, по-моему. Серьезно? Почему не долетает? Лин, молодец. Нормально. В атаку. В атаку. Разбить лед. Слишком до хера, по-моему, предметов сейчас будет в меня лететь. Бля, как мотыляет-то все. А сейчас ёбнет. Поплыли. Разбей лед. Ты веди правильно, ровно, блин. Стрелы-то тоже не казенные. Опа. Блять. ДНС. Добрый день. Добрый день, ДНС. Забавный ник. Опа. Твою как Блять, акулы ж. Что делает он? Эй. Что с игрой происходит? Он что-то под воду куда-то заныкался. Какая-то хрень. Да, причем это надо штуку прямо на подлете стрелять. О. Так, давай, грозовые стрелы. Бля, я бы что-нибудь еще сожрал бы. Пойдет, наверное, да? Что-нибудь надо менее демоническое. Сильно хилит. Да пойдет. Бля, минус стрела. Так, что там ветра надо же сюда швырять? Лучший. Я стрел 5 лишних грозовых выпустил. На экономненько по одной этой штуке. Одна стрела, одна крутилка. Нормально. Вода почти перестала идти из руты. Сейчас мы еще внутрь полезем. Вот там самая веселуха. Рута всплывает. Ты, кажется, хотел забраться в нее. Сейчас мы к ней подплывем. Надеюсь, у тебя все получится.
Рута, это так понял, что у нас слониха. То есть количество входных отверстий у нее должно быть как минимум на одно больше. Спасибо. Линк, спасибо. Чудище перестало выбрасывать Чё здесь? воду. Вот, я же говорю, то, что дождь перестанет сразу же идти. Выполнению самой трудной задачи. Согласен. Самый геморрой это внутри вот этого животных крутить Во владениях Зора. Я буду ждать. внутренности их, чтобы попадать в определенные участки. Да все, вали-то уже. Линк, ты справишься. Кто бы сомневался. Темперамент лошади. Строптивая лошадь может скинуть вас, если вы попытаетесь пришпорить ее. Но нормально, я свою лошадь уже яблоками закормил, так что она нормально со мной дружит. Меня уже не скинет. Плюс еще забурую на нее раритетную одел. DLC-шную, короче. Точка перемещения добавлена на карту. Ок, Ты выжил. ты вышел. Что однажды ты все-таки придешь. Наверное, ты хочешь отобрать Руту у Ганнона? Тогда тебе понадобится карта. А карта в ебенях. Надо по глазам сейчас пострелять, чтобы добраться сначала. Странно, почему про Зельду вообще ничего не говорят. Погнали. Удачи, Линк. Говорят только про эту бабу и Линка. Он ее заменял по-любому. Так. Погнали. Геноцид по глазам устраивать. Что это за механизмы такие? Так, ну это центральная штука. Иди сюда. Пистюка. Ну вот эти мелкие, они отлетают с одного удара. И правда ничего не сыпется такого. Так. Эта штука металлическая, да? И ее надо покрутить. О. То есть одну уже часть загадки я решил. Таких еще 5. Все нормально. Если я отпускаю. Ага. Надо сначала карту, конечно. Еще 4 контрольных модуля. Да-да. Сдавайся. Линк. Да я не сдаюсь. Сейчас мы в глаз тут шибанем. Надеюсь, под водой стрела летает. Да, все нормально. Так, тут надо плыть уже, да? Стой, ни сундучков, ничего, да? Давай я сначала карту возьму. Так, тут заход, тут у нас жопа слона получается. Мне на самый верх практически надо подниматься. Ну, сейчас посмотрим вообще, сколько тут этих. Ага. А что не пашет? Вот сундук есть. Там вот главное управление. Это уже в самом конце. Давай хоть сундук вытянем. Ну, там, наверное, банды какие-нибудь лежат. Какое-нибудь слабенькое оружие. Стандарт. А, это даже не оружие.
Бля, она не металлическая. Ну, это печально. А ушастый у нас не летает. И не ныряет. А как туда попасть? Что-то надо где-то покрутить. Давай сюда сколько. Какая музяка тревожная. Как будто сейчас кровосися настанет. Так, вот это не металлические они, да? Почему не светятся? Ну, они сейчас скажут, что типа этот. Все модули включи, да? Да как докаты-то добраться? Надо как-то эту заслонку сраную приподнять. Может упасть просто туда нам. Бля, ни одной части металлической нет. Пойдем наверх. Туда еще как-то можно пройти. Ладно, давай сначала так, лайтовенько. Пробегусь, посмотрю, что есть. Потом уже в Коловару полезем. По щам его. Тихо. Чё такого взять-то попроще? Ну, давай вот так. Бам, бам. Так. Это как-то должно вращаться. Что, ну эта хрень, она может быть и в обратку будет вращаться. Стой, я сейчас еще один модуль забацаю. Давай, быстренько. Блин, вода мешает. Нет. Надо как-то это все дело остановить, тогда он только... Бля, и это не металлическое, да что ж такое-то? Очень странная пижня, конечно, все это дело. Так, можно еще выше. По идее, можно как-то остановить подачу воды, что мне это даст. А, ее даже этим стазисом не заморозить. Situation. Пошли выше. А хер там, выше не пройти пока что.
Мне нужно это колесо раскрутить или что? Еще выше подняться. Ну-ка, давай попробуем, я сюда аркану. Сейчас как белка. Побегу. Не двигается. Кинетику сейчас придадим ему. Посмотрим, как он будет действовать. Так. Ще 0 эмоций. Так, давай в обратку попробуем. С каждым ударом у меня еще меч тупится. Вообще ни хера. Может, это ёбань как магнит какой-то работает? Так, и... Быстрее. Улетел, блядь, на луну просто. Да он вообще даже не двинулся. Так, стой. Там у этого шарика его можно поднять. Он взлетит, наверное, если под него бомбу подложить. Но это не точно. По идее, если один крутиться начнет, то будет крутиться и второй. Шестеренкой как-то надо залепить, может быть, как вариант. Но эти части не металлические. Ладно, давай с шариком попробуем. Попробовать его вверх подкинуть. Он там типа как на палке какой-то ездит. Его надо туда долбануть. По. Вообще 0 эмоций. Может подниз прям под сам. Да ёб твою мать, ну сколько я должен подлетать-то тут? Причем я только к нему подошел, к этому шарику, и он тут же двинулся как-то. И все. В таких животных фактически хрен с ним, даже с финальным боссом, в таких животных фактически ты 5 святилищ одновременно проходишь. Но, как правило, они все непростые. Вот как ее крутануть, а? Как-то надо шарик поднять. На палке, что он типа как кнопку нажал. О,
Тихо. Глаз. Блин, нет, я не вижу. Нет, это часть чемодана. Глаз, походу, там. Можно залезть и с этим прокрутиться, с этими полосками. На палку надо встать. И потом брюшком чик и туда, там оказаться. Ладно, давай шаром я попробую еще раз. Че он не хочет отрываться вообще? Как? Короче, взрывами, походу, эту штуку не уговорить никак. Стой. Ну. Так, ну давай я попробую залезть. Ну. Не очень я удачно, конечно, прыгнул. Состояние маленькое. Короче, первая сложность уже с карты. Ладно. Сейчас вообще херня, куда идти, с чего начинать просто. Ну-ка, давай я вот сюда пройду. Не, ну тут явно делать нечего. Угу, это вообще самое начало. А может быть эта штуковина вот в обратку, если ее покрутить. Как она была. Блять. Все. Эта шестеренка все равно вращается, и тут дверь закрыта. Это странная пижня. Что же делать? Подожди, посмотрим, что там есть. О, да, одно большое нихуя. Есть одна идейка. Сразу же ломается. Что-то же можно сделать с этой хренью-то? Вот зафиксировать ее явно никак.
Мне кажется, что вот эти вот два блока, они как центр тяжести меняют. И они типа должны наверху оказаться. Тогда и шарик опустится, но когда он будет в вертикальном положении. Как тебе такое? Так, ну дырочку я заткнул, правда, в неправильном положении. Мне надо, чтобы она еще чуть-чуть прокрутилась. И все, да, замерзла. Так, я понял. Разбиваем. Ну. Вот примерно так. Походу я быстрее эти штуки разблокирую, чем карту Осталось 3 контрольных модуля. найду. Уверена, у тебя все получится. Так, это второй. А, и все, Барсик, да, мне теперь не выбраться. Жди, вот там. По-моему, там вот можно. Да, давай ты быстрее. Вот тут можно вроде подняться. Надо что-то с этим механизмом делать. Либо как-то сдвинуть вот эти два, либо вот этот один. Подожди, вороток. Ну-ка, стой. Все не так сделал. Может, их просто подкинуть достаточно. Положить. Теперь сковать. Потом взорвать. Ну, что-то такое. Вообще даже не двинулись. А, беда, разрушение. Как ворота-то открыть? Хотя бы. Тут же у нас вода. Семен Семенович. Мозги, блядь, тут ебусь. Все, тут глазов никаких нету. Сейчас
Сейчас надо вообще, кстати, да, посмотреть будет, где третий модуль находится. А, он же в эксцентриковой этой шестеренке. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Угу. Можно делать наклон хобота, о чем мне это даст? Рада, что теперь у тебя есть карта чуд. Изучи ее. Я тоже охуительно рад. Обозначены контрольные модули. Слушай, если, короче, слон будет себе прям Если на спину поливать с хобота, ты я верю в тебя, Лин. то, возможно, вторая шестеренка закрутится. Сейчас посмотрим, может быть, придется второй кубик льда разбить. Который нам дырку закрывал. Нормально, он сам сломался. Так. То. Наклон хобота. Что поменялось? Давай еще. Максимально прям задрать его, да? Что не работает? Выполняй. По идее он должен ливануть. И эта штука провернется. О, пошла мазута. А чё не в туз? Ну ладно, хоть какой-нибудь. Правда, надо зафиксировать его будет. Угу. И он обратно падает. Шарик надо будет затормозить в какой-то определенный момент. Надо посмотреть, в какой... Ну, наверное, когда он синий становится, тогда открывается эта вся хурма. Да-да-да. Так. Только она тогда будет вниз башкой. Херак, она и закрылась вся. Ситуация. Да, мне туда не залезть. Подожди, это надо так же делать. Шарик надо фиксировать. Блядь, шарик надо фиксировать только в том положении, когда у тебя открыт проход. Но чтобы он еще оставался на месте, чтобы он назад не откатывался. Пердолить далековато до него. Кстати, потом, по-моему, по этим штукам надо будет и наверх забираться. Хуй знает. Так. Надо выбрать положение.
Когда фиксировать шар? Так. По-моему, должно быть достаточно времени. Все, я успел туда зайти. Как выходить, я пока без понятия, но давай сначала активируем эту хреновину. Работало. Шика камень принят. Два контрольных. Цели. Один на самом верху, второй в хоботе. Как туда забраться, что-то я пока... Идей никаких. Ладно. Ну вот один прям там. Может, надо, чтобы он своим хоботом поливал другую сторону? Или вообще надо, чтобы две шестеренки сразу вращались? Так. Все, ну это максималка, куда он поливать может. Угу, вот и направление изменилось. Сейчас мы туда доберемся. Как четенько вышло то, что с первого раза в нужную сторону вращаться начал. Оп. Печалька, что ушастый не ползает по этой штуке. Сейчас можно жестко навернуться. Иван? Уже друзья вас ждут. Кстати, страж копье вполне норм. А у меня еще это не разбито. Ладно. Сожрать надо. Причем еды надо оставить еще на бой с боссом. Так, стой. Кнопка это что запускает? Это что это? Тра-та-та-та-та-та. Я запустил водопад, только хрен его знает для чего. Надо думать еще, как в башку попасть. Так. О.
Ну давай хобота я хотя бы распрямлю, может быть получится хотя бы до него добраться. Ну, понятно, что это мало. Что с головой не очень ясно. Да, надеюсь, меня не смоет. Так, ну сначала вот этого товарища убираем. Бац. Может быть, через хобот в эту башку можно попасть, я не знаю. Нет. Так. Давай еще ниже. А все это максималка, кстати. Не-не-не. Хобот надо по-другому попадать. В хобот, но ведь надо забираться через башку, но только пролезать по другому пути. Блять. Ну да, тут определенно он не залезет просто. Как? Так, да, по-моему. А что если находиться вот где-нибудь в этой части хвоста, и он типа хобот задирает, и ты там. Ну-ка попробуем. Тут, наверное, совсем, да, вертикально как-то. Так, давай вверх. Хуй, недалечо, недалечо. Далечо. Впритык, правда. Я прям у него на мозгах. А вот тут как раз у нас, да, лючок. Чик. Что? Непростой слоник, короче говоря. Теперь надо будет повернуть хобот так, чтобы он залил пламя вот тут находящееся. Я типа люк открыл. И нужно, да, чтобы оно поливало четко вот сюда. Там у нас как раз нужная мне хрень это. Так, выше. Ну, примерно так. Высоко, да? Ну, чисто ловить. Почти, но не то.
Ну, все. Хватило. Надо думать, как до Хобота добираться. Остался один контрольный модуль. Я верю в тебя. Модулем, а как? Ну, вот он собратки. Максимально. Давай попробуем. Такое ощущение, что я могу как-то залезть на него, но только с другой стороны, может быть. Ну чё? Полезняк. Как в Хобот-то попасть? Причем она тут хитро так сделана. Может, с башки просто слететь. Я не знаю, мне полета хватит. Хотя, слушай. А вдруг? Стой, блядь. Надо аккуратно, находясь там, надо аккуратно его поднимать. И может получится. Нет, не то. Да, походу низковато я упал. Ну, нормально.
Стой, у него же есть эта фишка. А, нет. Он же типа может у нас теперь забираться по водопаду. Вдруг это тот самый случай. Тихо. Ну, ну-ка, стой тут. Короче, каким-то чудом у меня получилось попасть туда. Но, скорее всего, это надо делать не так. Я думаю, что это надо вот именно опускать полностью хобот, спускаться вниз и потом уже по водопаду забираться, типа как тебя учили. Ха? Я думаю, мне этого хватит. Шика, камень принят. Контрольный мост. Да. Остался только главный контрольный. Он отмечен на твоей карте. Отправляйся к нему. Но прошу тебя. У нас глаз какой-нибудь есть? Да. Чё он? У меня лука нету, что ли? А вот туда приземляться. Ладно. Ну, сейчас здесь сундучок подрежем и сразу строго вниз. Слон чуть попроще верблюда, я скажу. С верблюдом прям вообще труба была. Че крутить, куда крутить, непонятно. Сейчас будем с боссом биться. Возможно, он сложнее. Давай, наверное, сейчас перекур. 3 минутки. Потом будем уничтожать этих злодеев. Сейчас я подойду.
поехали. Активируем слона. Надо лук какой-нибудь помощнее взять. Или какой с молотком. А нет. Ну, естественно, надо глазом лже-ганон воды. Окей. Берегись, Линк. Этот монстр — создание Ганнона. 100 лет назад он меня убил. Подумаешь. Но ты готов к этому бою. Ты победишь. Ну-ка, давай ему жопку-то подразвальцуем. Так, для начала что-нибудь сожрем. Вот так. Потом мы напялим доспехи. Все, full set типа того. Щит. Давай такой. Лук. Вот такой давай. Пойдет. Его копья. Оно бьет очень далеко. У меня стрелы дальше лупят. Неплохо. Ладно, главное просто побольше жрать. Какой ужас. Давай ты не цы. О, минус секира. Вторая фаза. У него щит, наверное, да, появится? Водичка поприваялась. Осторожно. Так, ясно. Чем стрелять надо в него? Можно, в принципе, было и без тела обойтись. Сейчас он сдохнет. Блять, не попал. Ты цел? Да, нормально. Последний выстрел остался. До свидос. Лже-ганон воды убит. Слон теперь наш. А оттуда, как из волка, в красной шапочке выпрыгивает наша тёлка дохлая, которую Линк пердолил 100 лет назад. Надеюсь, в конце не будет рефайтов каких-нибудь. Чисто добраться до Ганона и дать ему щи. То если каждый босс будет по очереди, будет не очень. У меня тупо стрел не хватит.
ХПшечка. Чпок. При активации главного контроллера вход в чудовище будет заблокирован. Ну да, естественно. Что тут уже делать? Все, по идее, только эту территорию зачистить. Спасибо. Эм, Благодаря тебе моя душа снова свободна. И Рута опять с нами. Хотя мы больше не сможем проводить время вместе, как раньше. Ну и лети себе. Теперь я лишь бесплотный дух и больше не могу исцелять. Поэтому Она мне силу отдаст. хочу отдать тебе мою силу. Типа трижды я смогу исцеляться. Еще вчера я рыдала. Блядь. Страданула, короче. Моя душа обречена томиться здесь в одиночестве целую вечность. Но сегодня ты освободил меня, Линк. И мы снова Не благодари. встретились. Теперь ты всегда можешь использовать мою силу. Знать бы, как ее пополнять. Я очень рада. Ну, мне пора. Я должна успеть подготовить Руту. Когда ты начнешь решающий бой с Ганоном в замке Хайрул, Еще не скоро. нам нельзя будет медлить. Линк, пожалуйста, спаси ее. Спаси принцессу. Все, теперь дождик не льет. Можно спокойно шастать вокруг. Собирать всякие святилища, открывать. Остался еще один сюжетный босс. Там ящерица какая-то. Я так понял, что это как раз этот гора отваги или что-то такое. Где мне нужно было стрелы собирать. По-моему, на этом месте встал слон. Рута, благодаря тебе я смогу поддержать Линка в минуту опасности. Когда он вступит в бой с Ганоном в замке Хайрул, пожалуйста, помоги ему. Нужно ослабить Ганона. В решающий момент выстрели в него. К сожалению, это все, что мы можем сделать для Линка. Если мы заточим Ганона, то в Хайруле наступит мир. Таким образом,
Мы исполним наш долг. Надеюсь, с отцом все в порядке. Я думала исключительно о себе. Надо, наверное, к бате вернуться, сказать, типа, то, что дочка у тебя того сковырнулась. Я так хочу увидеть его. Еще разок. О, даже идти не надо. Милость Милфы. Особая сила воина Милфы в случае гибели полностью восстановит здоровье и на время добавит несколько сердец. Используется автоматически. Так вот, а как восполнить это все дело? Автоматически-то это хорошо. Чего орешь? Давай хоть таких стрел купим. И все. Все запасы. Подожди. Давай сначала к этому. К королю сходим. Типа квеста надо сдать наверняка, да? Линк, ты вернулся, я ждал этого момента. Благодаря тебе дожди прекратились, наши владения снова в безопасности. И весь Хайрул тоже больше наводнения нам не грозит. Ты усмирил чудовище Ворут. Мы все очень благодарны. Ты сделал все, молодец, я прошу у тебя прощения за все, что наговорил. Теперь я знаю, что госпожа Мифа была тебе дорога, как и всем нам. От лица всех зоров, включая стариков, я благодарю тебя за спасение наших владений. Я ошибался, когда говорил, что от халисов одни беды. Надеюсь, ты меня простишь. Линк, твой подвиг должен быть достойно вознагражден. Прошу, возьми то, что лежит в том сундуке. Когда это принадлежало Мифе, теперь друг народа Зора, береги этот подарок. Линк, а где же твой меч, сокрушитель зла? Ты потерял его? Я не в курсе, они, кстати, все говорят про этот меч, но куда он его дел, я не знаю. Значит, ты о нем тоже не помнишь. Этот легендарный меч можешь носить только ты, главный из воинов. Думаю, сокрушитель зла ждет тебя в каком-нибудь священном лесу. Линк, мы благодарим тебя от всего сердца за помощь. Сидон, сын мой. Я тобой горжусь, ты помог Линку смирить чудище. Ты уже совсем взрослый, мне радостно от мысли о том, что однажды ты займешь этот трон. Спасибо, ну, бла-бла-бла, вот это все. Ты на нашей стороне, йо-хо-хо, ха-ха-ха, это потрясающе, опять вот этот жест идиотский. Как в аниме. Да, руку тряханул, у Линка чуть она не отвалилась. Линка, огромное тебе спасибо, я не нахожу слов, чтобы выразить свою благодарность. Ты всех нас спас, ради тебя могу это крикнуть. Спасибо. Все, все молодцы. Давайте мне награждение и все. Окей. Можно, в принципе, тут побегать, может быть, трезубить. Что он делает? Он просто трезубится, все. Да-да-да, несмотря на то, что Мифа была прежде всего лекарем, она также превосходно владела этим оружием. Какую-то пушечку средненькую такую дали. Не особо она нужна.
Не знаю, стоит ли каких-то... А, подожди. У нас есть там же чувак, который... Вот. Добрый вечер. Она больше не опасна. Чудище. Та гора называется Пик Молний. Так, на ней поселился красногривый монстр под названием Левр. Мне очень нужно изображение Левра, не обязательно этого, можно любого другого, лишь бы с красной гривой. Ну что, принесешь мне изображение? Сфоткать надо это чудовище. Хорошо. У нас еще... Вот квест. Большинство квестов открывается, когда валишь животное. Несёная водой, он жену просрал свою. Сейчас мы к мужику еще спустимся, который у нас придутся чинит. Так, покажи еще одну услугу. Уничтожь Хинокса на пруду Ролис. Хорошо. Сколько квестов-то тут, а? Есть еще 10 плит. Надеюсь, они в лучшем состоянии. Мне хочется собрать все, что на них выбито в одной книге. Но я уже стал, плавники совсем не гнутся. Мне ни за что не обойти все 10 плит. Помоги старику. Я так понял, что их надо сфоткать. Он говорит, где как раз эти плиты искать. 7 плит еще надо. 3 типа я нашел, но я их видел. А остальные чисто обходить всю территорию. Никак иначе. Ну, когда к этому мужичку подойдем. Песня какая-то. Дар небес, чешуйка света. Расколет камень на укрытом испытании воссияет. Честно говоря, я не знаю, что означает эта песня, но готовлю она. Она говорит о том, что где-то летает дракон, в него надо пострелять, и с него выпадет чешуйка. Эту чешуйку нужно кинуть в воду рядом с алтарем, и испытание откроется. Ну, святилище откроется. Печально, что со стрелами как-то напряженочка вообще. Так, у нас вот этот ремонтировал. Так, воин Халисов, ТТТ обретает покой, трезубец. Трезубец чешуи света, теперь твой, Линк. Тайное оружие королевского рода Зора. Только мне позволено с ним работать. Если сломаешь или потеряешь его, принеси мне копье Зор, 1 алмаз и 5 кремней. Ни хрена себе. Ну, 1 алмаз это самое дорогое, по-моему, что в игре есть. Таких алмазов у меня всего 3 осталось.
Я не буду его тратить на копье какое-то сомнительного и этой какого сомнительного качества. Так, давай пошли, короче, вот сюда. Попробуем сфоткать это чудище Левра. Надеюсь, все правильно, да? Причем надо херачить на самый верх. Но у нас тут есть водопад. Все нормально, мы сейчас быстро поднимемся. Так, значит, у нас что по заданиям? Сфоткать чудовище. Ну, его, кстати, можно и убить заодно. Оружие дадут. Точнее, стрела. Потом. Где? О. Потом можно что? Ну, я знаю, успею или нет. Ну, плиты искать это очень долго, кстати. Тут у нас вряд ли кто есть. Давай еще выше. Прям на максималку подняться надо. Та-дам! Он еще выше. Вот и плиточка есть, кстати. Не, ну их можно все найти, но это либо целью конкретно задаться. Я не буду это все читать, ахинея полнейшая. Я на всякий случай сфоткаю. Нет, фоткать не надо. Пусть будет. Селфи, как говорится, на память. Не, надо выше подниматься. А так пошакалить, конечно. Плиты найдутся. Сейчас посмотрим, что там за животное такое. Интересно. Кстати, а слона вот этот вот полное восстановление здоровья, как она сказала. У меня только одно. Грозовая стрела. Но я, в принципе-то, на месте почти, да? Ну, куда я помнишь? Вот тут даже целые указатели пошпандорили. Что показывает? Испытай свою храбрость.
Непонятно, что за чувак. Блин, эти ребята сложные. Надеюсь, это тот, кто нужен. Так-то у них 1,5К здоровья. Да ну, мне стрел не хватит. Может, это не он? Кстати, его же надо сфоткать еще. Ай. Как бы его запечатлеть-то по-резкому? О. Да, это он. Это тот, кто нам нужен. Короче, его убивать не обязательно. По-моему. Сейчас я попробую с него пострелять. Стрелами. Вот именно вот такими. Может, что изменится, но у него очень много здоровья. Один тут засядем. Высоковато. Чувак, может, договоримся? Да он лютый. О, вообще, что-то на меня жестко так бросился. Печалька. Да, ну неважно, какими стрелами ты в него стреляешь. Ёбу дал, походу. Мужик, ты чё? Будем знать то, что их леврами называют. Так. Короче, пока он заглючил. Наверное, не докидываю, да, просто? Примерно так. Все, он разглючил. Как тебе такое? Ну да. Да идите в жопу с ним биться, он сумасшедший вообще. Ладно, я его сфоткал хотя бы. И
Если что, я буду в курсе, то что на нем можно стрелы фармить. Но убивать их я не знаю чем. Что мне нужно такое иметь с собой в арсенале? Может быть, какой-нибудь меч с уроном на 300, я не знаю. Ну, это какая-то беда вообще. По нему стреляешь, только стрелы тратишь и все. Какая баба мне заказывала фотографию? Так, она где-то тут. Но она, кажется, наверху. По идее, значит, где-то тут в окрестностях еще должен и дракон летать. Так. Вот, смотрите. Короче, если что, на крайне хотя бы грозовые стрелы можно будет фармить чуть-чуть. 20-очки за раз собирать. Костюмчик дали. Здорово. Костюмчик — это хорошо. Забыл, что хотел. Так, чудище Варута наконец успокоилась. Но Мей, жена Фронка, до сих пор не вернулась домой. Фронк не знает, что и думать, надо помочь ему найти, где она может быть. Он сам не знает, где она может быть. Так, что еще по дневникам? История. Прутралис. А где этот прут? А, вот он. Ну-ка, давай этого мужика еще раз спросим, может быть, он в курсе. Так, нашел, нет. Где она может быть? Река Зора. Озеро Хайлия. Ну, ни хрена себе. Так, река Зора. Она где-то, короче, в реке, точнее, ее по течению снесло вроде как вот сюда. А тут понятие растяжимое. Как еще раз?
Озеро Хайлия. Это просто иголка стуга сена. Вот оно, озеро Хайлия. Ну так, чисто давай для эксперимента просто ее там поищем. Но мне кажется, ее там нет. Эй, тёлка. Так, это не то. Пасутся. Причем бабу-то вблизи не увидишь. Она может как текстуры очень долго прогружаться. Точнее, надо будет близко к ней подойти. Озеро большое, это понятие растяжимое, где ее искать-то? Садиться чисто на плот и все вот это дело оплывать. Не знаю, короче, где искать. Так, дневник. Протролис. Протролис. Ну, давай, наверное, чтобы все это дело так не обходить. Я вот отсюда, наверное, пойду. Посмотрим, что получится. Кинокса завалить не проблема, но там, возможно, еще и святилище. Хинокс, скорее всего, там тусуется прям по центру. Главное добраться до туда. Сумка. По идее, выполнив определенную цепочку квестов, можно как-то он не очень плавает все равно. Да, это не улучшило скорость плавания. Да, бля, ну, дотянись ты до туда. А течением сносит и все, покойник. Скорость плавания это не увеличивает, это просто только разрешает тебе плавать вверх водопада.
Кстати, я проверю, может, я еще какие-нибудь плиты пропустил. Прям вообще артобстрел какой-то идет по мне. Ништяк то, что жизни до хрена. С удара не убивает. Ёбаный кабанчик. Так, ну по идее надо на ту половину. Полетели, чё? Кстати, пока ты ползешь, можно переодеваться? Ну вот как раз где-то тут наверху должен быть пруд. Наверное, немного неверно я полез. Надеюсь, я успею. Тарарарам, тарарарам. Звуки космические с правой стороны. Так, ладно, давай хинок с этого мочить. Жирненький. Как он? Ищу тебя. Ай, бля. Плохо дело. Вот у меня автоматически использовалась эта сила, которую я заработал от босса. Ну, как она восстанавливается, я не знаю.
Что там, ну пару выстрелов. Либо один, ну точный. Да, хер там его закрывает. Рыцарский меч мы поменяем, блин, на что? Давай вот на эту, наверное. Чуть-чуть посильнее. Жратва новая. Да и все, короче, что делать больше нечего. Посмотрим, по-моему, там где-то может быть святилище. Но квест определенно выполнен. Кстати, от деревни-то совсем недалеко. Можно было по-другому немножко туда пройти. Что-то хер тут никакого святилища нет. И радар молчит. Ладно, пойдем, наверное, квест просто создадим и все. Надо сгонять на более очевидные святилища. Время-то поджимает. Может, ему поспать надо, чтобы восстановить все эти вот дела. Так, где он у нас? Так, как у бога деревня сделана, а? Симпатично, но коряво, носиться тут неохота. Тебе надо в одну, ты начинаешь бегать просто по всей деревне. Да, вот этот квест мне дал. Хорошая ночь. Ох, ну и вон, ты что, победил Хинокса на пруду Ролит? Ага. Правда, ты не шутишь. Вот это да, спасибо. Спас владение Зора. Вот возьми знак благодарности. Ну, соточку. Вот и не знаешь, какие квесты делать, а какие не делать, и что за них дадут. За какие-то сотку дают, а за какие-то нужный шмот. Ладно. Куда? Сюда куда-нибудь, да? На фиолетовый пойдем сходим. Там, по-моему, деревня еще какая-то. Пожалуйста, не топчи цветы, им ведь очень больно. Опять это падла?
Все нормально. Успею, не успею доплыть. Странная тут реализация, вот это вот вообще, в принципе, передвижение по воде. Тут есть плоты, на которых можно плавать. Дело в том, что они адекватно не работают. Тебе нужен лист, махать этим листом, и потом только плот плывет. Но эти листья хрен его знает. По-моему, с обычных деревьев не падают. Сам Ринг долго тоже плавать не умеет. Хотя воды тут в игре полно вообще. Так, вот этот чувак-то свидание сразу. Ай, меня сносит. Ну, нормально, выбрался. Чё, где? Где-то по прямой. Это не деревня, это конюшня. О, кого я вижу? Тысячу лет не видались. Сейчас мы будем добавлять себе этих. Ячейки. Сколько времени? Я второй раз его вижу вообще. Так, лук и стрел для щитов. Давай лук и стрелы. Одно семечко. Да ну. Я пропускаю этот танец идиотский. Еще. Че, я зря тут пол игры семечки собирал. Странно, они, конечно, этих чуваков расставили. Так, ну давай еще лук. 3 семечка. Так, конечно, забирай. Больше луков будет у меня. А то их катастрофически как-то не хватает. Щиты не так нужны, по-моему, как луки. То есть 4 тут бегал. Все потому, что я не мог найти этого урода. 5 семечек. Да, забирай. Можно, наверное, парочку под щиты. Только не уходи никуда. Да зашибись. Он больше не увеличивает. Нужно лес этих короков идиотских искать, чтобы они тебя нормально, блин, смогли уже увеличить до конца все ячейки. Ну, он сейчас пропадет, наверное, да? Да, он не работает, чувак, этот больше. Зашибись еще. Давай, святилище откроем. Тут,
кстати, тоже какие-то квесты понабрать можно. О, халявная. Нет, не халявная, ледяной щит. Что-то не сразу сдается, надо напяливать шмотки. Вот эти. И тупо плыть наверх. Не хочет, да? Круто. Значит, надо лед строить как-то. Ну. Что, не работает? Ну, допустим. Я думаю, мне этого хватит. Как-то странно, почему они друг на друге нельзя построить? Все, подох сразу. Не магнитный. Так. Сначала надо глыбу забацать под сундуком. Только не пали. Падла. Ну, взял, скатил. Да. И все, да, он в углу, и ничего с ним не сделать. Да идите вы нахрен. Ну-ка, долетит. Ну, вот этого, по-моему, можно завалить. Первый. Почти. Давай выше возьмем. Хорош. А, блин, как стрел-то мало. Обычные будем теперь использовать. Что делать? Круто. Надо что-то было заморозить в полете или что? Ден. Может, с разгона нам? О, нормально. Хрен с этими сундуками. Ну, там, может, камушки какие-нибудь или оружие. Такое себе. В принципе, еще время еще на святилище есть.
Говорят, замок, та-та-та, как он выглядит. Так. Что за картинка? Лес. Бездонное болото и лес там нужен. Бездонное болото. Вот. И, возможно, в лесу. Где-то тут есть эти воспоминания. Это не квестовый чувак. Здравствуй, рад встрече, та-та-та. Всякий трёп. Ну, он сейчас еще нам споет про Зельду, про избранных. Я не буду это еще слушать. Все равно он ничего нового там тебе не скажет. Скажет то, что... А, вот, кстати, как у нас способности-то восстанавливаются. Все, я понял. Перезарядка идет. Возможно, это только у одной способности, не знаю. Так, что, в бездонное болото может двинуть? Как раз недалеко. Поищем там воспоминания. Надеюсь, я успею найти то место. Иногда их очень непросто найти, и приходится просто часами тут кружить на одном пятаке бесцельно. Но идти определенно куда-то сюда. Разве это не место с фотографией? Очень похоже, но кустика одного не хватает. Ну-ка давай по тропинке чисто пробежаться. Давай в другую сторону. Где-то вот по этой дороге должен быть. Может быть в обратку чисто. Возвращаясь. Вот повнимательнее только смотреть по сторонам. А, вот и воспоминания. Отлично. Какой сегодня плодотворный стрим. И босса сюжетного завалил, воспоминания нашел. Святилища разные подкрыл.
Даже квест какой-то маленький выпал. Ладно, сейчас Линка там проглючит. Глянем воспоминания. Может быть, в принципе, я еще успею одно святилище открыть. Хотя бы добраться до него. Если что, потом телепорт и все такое. Кто за ним бежит? Потерял. Потерял женщину. Почему? Почему ты меня бросил? Смотри, ты чумазая вся. Просто рука выскользнула, не ори. Стражи, они все теперь против нас. Неужели Против нас. Ганон все-таки завладел им? Ревали, Дарук, Нифа, Урбоза, все они внутри чудищ. Ну да. И все из-за меня. 4 ваших корешей теперь в чудищах тусуются. А чудище, наша надежда теперь в руках Ганона. Все, что я делала, все пропало. И ничего. Шеф, все пропало. Я всех подвела, всех, понимаешь? Да не, ведь. Мой народ, А, да, мои да. друзья, любимый отец, погибли из-за меня. Погибли из-за меня. Как обычно, Линк просто молчит, как дерево. Не специально, конечно, сделали его безликим таким персонажем. Ну, типа, он практически не разговаривает и все такое. Зачем? Не знаю. Если бы он здесь пару фраз произнес, разве уж что-то изменилось? Наоборот, как-то можно было бы получше проникнуться к персу. Ай, тихо, сейчас долбанет. Снимаем это. Снимаем это. Все. Теперь меня молния не убьет в тупую. Этот значок можно удалить. Ну, давай сюда. Я думаю, я успею. Тихо. Молния сильно лупит. Ай-яй-яй, тихо, тихо, тихо. Я даже ближе к берегу тут так вот-то выйду. Чё-то прям непогода. Ну, давай, 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 давай. Бля, как эти гаденыши бесят. Так. Я вот не знаю, если у меня будут металлические на мне доспехи, меня тоже током шарахнет. Да, вроде нет. Нормально. Я думал, оленятину еще подпалит, мы хоть пожрем мясо. Жареного. О, тут, кстати, даже этот святилище-то искать не надо, оно уже вон там. Это все. Чем вот этой тетеньке лук подрежем. С них луки неплохие валятся. Давай что-нибудь оружие. Оу. Чуть не задел.
Слушай, эта способность к регенерации довольно-таки долго восстанавливается. О, еще один малыш. Походу, пока я найду вот эти короткую деревню, там, где можно уже спокойно, безлимитно менять эти семечки, пройдет очень дохрена времени, я уже прилично соберу эти штуки. Ну, главное, что я луки восстановил, побольше, точнее, сделал луков. Прям стихийное бедствие какое-то. Эх, березка, березка. Давай посмотрим, что тут стилище. Может, его получится быстро пройти. Хотя вряд ли. Оно на видном месте. Железный ковш. Это фишка на магниты. Подожди. Плохо видно шарики. Так, давай вот этот аккуратненько засыпем. О. Его надо вместе шарика? Ну, это только половина испытания, я понял. Так, давай-ка мы штучку-то это возьмем с собой. Вдруг пригодится. Надо видеть где-нибудь или делать то так. Подожди-ка. А что если ее просто положить на дно? Надо шарик аккуратно положить. На середину этой штуки. Вот так. Теперь вот эту чашку мы кладем на дно. Шарик падает вниз. Все, брюки превращаются. Окей. Там проход? Ну да. Ну, несложное, по-моему, испытание. Если только нет. Да. Что-то даже сундуков никаких нет. Чик-чик. Ну и все, наверное, на сегодня.
Стоит, он меня ждет уже. Так, ну осталось-то тут раз святилище. Тут у нас... Тут возможно есть. Вот тут возможно оно есть. Вот тут. Тут. И тут. Не знаю, я, наверное, вне стрима эти святилища буду открывать. Ну, чтобы просто не тратить время. Они, в принципе-то, одинаковые все. Чисто загадки меняется. И открою вот эту территорию. На следующем стриме ее почистим. Где-то здесь, по-моему, еще один босс, 4-й. Здесь 2 территории пустые. И потом все, финальный босс Ганон. Или Ганон. Неважно. Типа того, ладно, будем заканчивать на этом стрим. Всем спасибо за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии пишите. Всем